Когда-то проявление себя для меня была самая больная тема. Я до сих пор помню, как несколько лет назад я сидела в офисе, работая на ресепшн, и искренне не понимала, как я тут оказалась. И почему я от работы не получаю абсолютно никакого удовольствия, хотя это такая престижная компания. Каждый день был как день сурка. А за выходные я не успевала даже наполниться. И самое ужасное для меня было то, что я совсем не понимала, кто я и чем хочу заниматься. У меня даже не было никаких предположений. Но одно я знала точно. Так жить, как сейчас, я 100% не хочу. Это точно не моя жизнь. Родители и друзья уверяли меня, что я работаю в престижной компании, о которой некоторые только мечтают. И когда я начинала говорить об увольнении, то получала одно осуждение и насмешки. Поэтому самое важное для того, чтобы начать проявлять себя, это не слушать никого, кроме своей интуиции. Вскоре я поняла, что хочу быть телеведущей. А для этого мне нужно было уволиться со своей престижной работы, переехать в Москву, поступить в Останкино, найти на время какую-то другую работу, чтобы было на что жить, отучиться и каким-то чудесным образом попасть на телеканал. Вот такой прекрасный план. На тот момент это казалось чем-то фантастическим, но я четко ощущала, что этого хочу. Вы даже представить себе не можете, сколько я выслушивала негативных мнений по этому поводу. И от самых близких людей, и от незначительных для меня, которые на самом деле только поддавали жару в огонь. Сколько людей надо мной смеялись. Ты и телеведущая? Смешно. Но я слушала только свой внутренний голос и шла за ним. Попробуйте услышать, что вам говорит ваша душа. Чего вы на самом деле хотите, если бы можно было выбрать любой вариант из всех. Вот можно все. Подумай, что хочешь именно ты. Деньги у тебя, например, предположим, все потребности закрыты, деньги есть, все есть. Все для всех купил, все для всех обеспечил. Вот какой вариант ты бы выбрал, если бы можно было все? Следом я поняла, что больше всего в этой ситуации мне страшно остаться без денег. Поэтому я не уволилась сразу, а начала копить подушку безопасности на несколько месяцев. Выложила свое резюме и по выходным стала ездить в Москву на собеседование, чтобы заранее подготовить себе почву. Таким образом, я нашла себе временную работу и смогла обесточить свой страх остаться без денег. Определи свои самые главные страхи и распиши, что можно сделать уже сейчас, чтобы снизить их значимость. Но если вопрос с деньгами не стоит, а ты, например, боишься осуждения или мнения остальных, то, как вариант, запишись на прием к терапевту или посмотри мое видео о том, как проработать себя самостоятельно, где я в подробностях объяснила, как справляться со своими страхами и прорабатывать травмы. Подумай, что можно было бы сделать уже сейчас, если бы не было этих страхов. Вот, например, нет этих страхов. Что можно сделать прямо сейчас? Предположим, что их нет. Распиши в мельчайших подробностях, какой был бы план действий. Выведи это на бумагу. И ты увидишь, как со временем твой мозг начнет привыкать к такому плану. И по маленьким шагам тебя к этому подводить. После моего переезда в Москву я успешно поступила в школу кино и телевидения и начала учиться на телеведущую. Вопрос стоял за малым – это найти работу на ТВ. Как вы понимаете, конкуренция в Москве очень большая, а достойных телеканалов по пальцам пересчитать. Поэтому я начала продумывать несколько вариантов событий, писать на разные телеканалы, а не только в один. То есть у меня был план. Это было не что-то одно, а я начала несколько вариантов событий рассматривать. Если меня не берут, например, на Первый канал, то я иду на канал Москва-24. Если не берут туда, то я пойду на Матч ТВ. А если и туда не возьмут, то отправлю свое резюме еще на несколько каналов, где я, например, могу набраться опыта для начала и после этого опять попробовать пойти туда, куда я хотела. Поэтому важный пункт для того, чтобы начать проявляться, это расписать несколько планов. План А, план Б и так далее. Мозг должен видеть, что если не получится, есть еще несколько вариантов. А этих вариантов такое множество, что не получиться не может.
Как вышло и у меня. Благодаря своей настойчивости я прошла стажировку на 5 разных каналах, и на федеральных в том числе. И в итоге устроилась работать корреспондентом в шоу-бизнесе на достаточно популярный музыкальный телеканал. А ведь когда-то, сидя в офисе и проклиная от недовольства все вокруг, это казалось совсем нереальным. Особенно, когда и окружающие тебя люди не поддерживают. Проработав пару лет на телевидении, я поняла, что уже готова работать на себя и погрузилась в психологию, гипноз и свои проекты. Но если бы не этот путь, через который я прошла, то я бы никогда не пришла к тому, что имею сейчас. Вот такая вот личная история, которой, если честно, так не просто так было поделиться. Но я уверена, что есть много людей, которым мой пример будет полезным и, возможно, смотивирует идти по зову сердца. Буду ждать вашу обратную связь в комментариях и благодарю всех за просмотр.